Еще раз, если вдруг кто-то из сидящих в зале меня не знает, меня зовут Дмитрий Мариничев. Я являюсь бенефициаром и руководителем компании Radius Group, которая является флагманом с точки зрения проведения работ по RMC, по проекту, по которому мы все сегодня присутствуем, по разработке мультиклеточного процессора. Соответственно, я думаю, что мы построим нашу работу следующим образом. Я сначала быстренько пробегусь по презентации, расскажу о текущем срезе проекта, чтобы всем все было понятно. А дальше я буду готов ответить на любые вопросы, что в рамках моей компетенции или знаний. Поэтому можете задавать их и не стесняться. Ответы будут объективными и честными. Итак, первое, о чем я хочу вам рассказать, это о текущем срезе по ситуации с разработкой мультиклета. Собственно говоря, как вы помните, проводимое год назад ICO заключалось именно в том, что мы разрабатываем совершенно новую микросхему, точнее сказать, процессор, который работает по другим принципам, отличным от фонеймовской архитектуры, и тем самым наиболее хорош, качественен и быстр для майнинговых вычислений, и не только. На сегодняшний день мы фактически завершили целиком и полностью работу по нетлисту. Провели тесты, добились устойчивой стабильной работы на 1,5-1,6 ГГц, то есть ядро микропроцессора, который представляет из себя мультиклетку, состоящую из 4 клеток, работающую как единое целое, работает абсолютно стабильно на 1600 МГц. Я не знаю, была ли информация или нет, но кто-то ее получал или видел. У нас примерно 2 месяца с лета была проблематика с рассыпанием ядра на высоких частотах, но ее удалось шунтировать, удалось решить, найти проблематику. И, собственно говоря, сегодня нет никаких сомнений в стабильности и работоспособности микропроцессора. На процессоре существует несколько блоков, IP-блоков, которые мы покупали в мае и в июне месяце. Они были нам поставлены примерно в августе. На процессоре существует внутренняя память 8 мегабайт. Соответственно, все 64 клетки имеют к ней непосредственно доступ и могут обмениваться информацией именно через эту кэш-память. Точно так же двухканальная система DDR4, подключенная к микропроцессору, позволяет общаться с внешней памятью и общаться между другими чипами, которые будут расположены на плате. На сегодняшний день площадь кристалла, точнее сказать правильнее, площадь микросхемы прогнозируется нами где-то в 40 мм квадратных. То есть это примерно чип 20 на 20. Может быть, он будет 18 на 18, но это сейчас зависит от DDR4. Собственно говоря, текущая проблематика, или правильнее сказать, пауза в подготовке к выпуску заключается именно в этой позиции. Дело в том, что наш поставщик Cadence, с которого мы покупали IP-блоки, и в том числе покупали IP-блок DDR4, отгрузил его нам не в хардварной версии, то есть не в жесткой версии, которая уже имплементирована на кремнии непосредственно, а в софтверной версии, которая пришла нам в виде 4 блоков. Собрать эти 4 блока, чтобы получить реплику на кристалле, без участия самого производителя практически невозможно. Поэтому на сегодняшний день реально мы заключаем новый договор дополнительный, в рамках которого Cadence произведет эту имплементацию для нас. Это составит где-то примерно 12-14 недель, после чего вся топология микросхемы будет закончена, и мы, собственно говоря, сможем уже разместить заказ на фабрику непосредственно по ее производству. Это может быть забегая немного вперед, но текущее состояние по разработке топологии именно таково. Как вы видите, техпроцесс, как мы говорили, 28 нанометров. Это достаточно простой гражданский техпроцесс. И, собственно говоря, мы не видим проблем с очередями или с размещением заказа. То есть это все достаточно на сегодняшний день несложно. Энергопотребление одного чипа 6 Вт. Я прошу обратить на это внимание. То есть, в принципе, он в целом в достаточной степени энергоэффективен, хотя это реально действующий живой процессор. Это не ASIC-чип, я подчеркиваю. Это гораздо более сложная вещь.
Я не знаю, насколько сидящие здесь технически подкованы и как глубоко нужно говорить о том, что, собственно говоря, мы сделали, но принцип различий предыдущих версий и сегодняшней можно видеть на этом слайде. Основная тематика заключается в том, что мы уменьшили количество ALU, это арифметические логические модули, которые теперь обслуживают по 2 клетки. Тем самым уменьшилось количество команд, быстродействие процессора и, собственно говоря, чем-то он стал похож больше на рисковую архитектуру. Я, наверное, пролистаю, чтобы просто не замусорить вам мозги. Если кто-то будет технически грамотный, он потом сможет прочитать, собственно, что изменилось. Но в качестве основных философских идей, которые были достигнуты, это то, что теперь мультиклетки за один такт могут записывать информацию, не дожидаясь окончания параграфа, и это очень важно для расчетов криптографических алгоритмов. Соответственно, это ускоряет процесс, опять же уменьшает количество команд внутри микропроцессора и тем самым повышает его производительность. Причем дальше мы увидим, это никак не отразилось непосредственно на быстродействии самого процессора, поскольку в большинстве своем мультиклеточная архитектура подразумевает выполнение одновременно большого количества функций каждой мультиклетки. И, естественно, ALU в большинстве случаев простаивает, потому что не всегда получают задачу. Она может читать из памяти что-то, писать в память что-то, передавать информацию и не всегда что-то считать. В данном случае разделение ALU на 2 клетки фактически не уменьшило ОКПД, но уменьшило энергопотребление и ускорило, собственно говоря, работоспособность микропроцессора. Также мы улучшили компилятор на базе LLVM. Он у нас собственный. В него внесли изменения в связи с тем, что процессора хотя бы и базируются один на другом с точки зрения преемственности, но они все-таки радикально отличаются, и об этом не стоит забывать. Буквально 2 недели назад мы закончили прохождение достаточно большого количества тестов. Бенчмарки для процессоров — это фактически основа основ. И сегодня, как я уже сказал, в связи с тем, что процессор у нас работает стабильно, мы провели реальные срезы и имеем реальные показатели по скорости работы микропроцессора и что в результате мы имеем. Конечно же, есть некоторые нюансы, потому что мы не можем это FPGA эмулятор, у нас их 2, соответственно, Vertex и второй Saigon, который мы покупали летом, наверное, фотографию вы видели. Соответственно, на одном уже сделали, и целиком практически микропроцессор, но без внешних IP-блоков, у нас будет симулирован, то есть все 64 клетки будет симулирован уже непосредственно на Сайгоне. Он позволяет это сделать с тем же самым DDR4, хоть он имеет разницу. И я думаю, что мы уже получим результаты практически на весь мультиклет. Сейчас результаты приведены на мультиклетку, то есть на 4 клетки, на ядро процессора. И все характеристики рассчитываются как умножение на 16, потому что, соответственно, 16 мультиклеток в одном микропроцессоре. Здесь вы видите таблицу сравнительную, то, что мы имеем на сегодняшний день. CoreMark достаточно известный тест для микропроцессоров, хотя если смотреть по-честному, то наш микропроцессор не является аналогом или каким-либо конкурентом, например, Intel i7. Это не совсем корректно. Однако он может выполнять любое программное обеспечение, которое применимо для этих микропроцессоров, включая Эльбрус или Байкал. Соответственно, по характеристикам вы можете посмотреть самостоятельно, что мы имеем на сегодняшний день. То есть они, в принципе, в достаточной степени релевантны тому, что есть на сегодня на рынке. Однако нужно вернуться сейчас, секунду, к этому тесту, что он больше всего показывает. CoreMark больше всего и лучше всего демонстрирует именно компиляторы, и работу компиляторов по переводу в машинный код. Здесь я хочу оговориться сразу, что мы недовольны работой нашего текущего компилятора, потому что с точки зрения философии мультиклеточного процессора он не делает перевод в маш-код достаточно правильным образом.
И core-тест как раз, core-mark как тест показал то, что уровень нашей компиляции достаточно низок. То есть здесь есть над чем работать, и это говорит о том, что если мы его не улучшим, то в большинстве своем алгоритмы для того же майнинга придется юстировать или даже писать на ассемблере для того, чтобы получить высокий уровень их производительности. Сейчас, я остановлюсь на этом позже, сейчас программы, написанные на C, откомпилированные в ассемблер, в машинный код, соответственно, по эффективности не очень нам нравятся и имеют достаточно весомые погрешности. Есть над чем работать. Whetstone — это, соответственно, достаточно сложный тест, который связан с математическими вычислениями. Опять же, у нас теперь 64-битная целочисленная арифметика на борту. Это уже присутствует. Плюс у нас есть арифметика, которая работает с плавающей запятой. И, естественно, управление и переходы по матрицам, пересчеты, все, что связано с математикой, наш микропроцессор не то что ноздря в ноздрю, но показывает отличные результаты, и мы этим довольны. Но здесь, наверное, никого ничем удивлять особенно не надо. Важно, что функциональность на высоком уровне. Данный тест, он достаточно такой специфический, потому что родился еще в прошлом и показывает то, насколько быстро микропроцессор оперирует с большими числами. То есть, например, 512-битного числа, его как бы в природе не существует. И для того, чтобы посчитать единичные биты в 512-битном числе, вам необходимо произвести ряд манипуляций внутри процессора по фактически смене либо 64-битных, либо 32-битных чисел и пересчеты в них каждого числа, складывание в аккумулятор и складывание с предыдущим результатом. То есть это такой тест на внутреннюю профпригодность процессора, за какое количество тактов он может это выполнить. И здесь, собственно, у нас, если мультиклетер 1 выполнял это за 5 тактов, то с учетом того, что я сказал ранее по изменению архитектуры микропроцессора, это количество сократилось до 4 тактов. То есть у нас фактически микропроцессор стал быстрее. Все, что касается микропроцессора, это, конечно, можно рассказывать долго, и это очень интересно для тех, кто разбирается. На этой неделе мы выпустим более подробную статью, в которой можно будет все прочитать, поковырять самому и все это посмотреть. Но в целом наиболее интересно для, наверное, присутствующих в этом зале это майнинг какой-либо криптовалюты. Естественно, проще всего остановиться на эфире. Эфир, как мы с вами знаем, имеет одну существенную проблематику. В нем, в принципе, не важно, с какой скоростью обрабатываются транзакции или с какой скоростью ведутся подсчеты. Он упирается всегда в обмен информацией с памятью данных. Поскольку так заложено в алгоритме, что после подсчета стандартной хэш-функции случайным образом из дампа памяти нужно выбрать 128 байт, потом переключиться на другие 128 байт. И в целом это архисложная задача для любой микропроцессорной техники. Когда майнят эфир на видеокартах, то в видеокарте примерно 2048 ядер, так если брать в среднем. И большую часть времени эти ядра простаивают, потому что они стоят в очереди за информацией из памяти. На подсчеты они не перегружены. И это называется как бы ASIC-устойчивость по сути своей. Вы не можете создать ASIC-чип для эфира. И точно так же вы не можете ускориться очень быстро на каких-то вычислительных средах, потому что вы всегда будете упираться в эти шины. Что предлагается с нашей стороны или почему у нас этот результат быстрее? Все связано с тем, что у нас каждая клетка выполняет в один и тот же такт свою задачу, которая ей назначена. То есть мы назначаем задание клетки, и в один такт каждая клетка делает то, что может. Либо когда есть что-то на шине, либо когда результат готов, либо когда есть все данные, которые нужно взять для того, чтобы получить результат. И точно так же за один такт одна клетка, которая стоит в очереди, забирает информацию из памяти.
Поэтому при условии того, что у нас двухканальный DDR, то есть на каждые 8 клеток у вас фактически получается свой канал обращения к памяти, то мы за один такт забираем информацию из памяти в одну клетку, 7 других считают. Вторая клетка в этот момент забирает информацию из памяти 128 бит, все остальные клетки в этот момент производят расчеты с той информацией, которую уже считали. Таким образом, мы получаем универсальный клеточный конвейер, естественный конвейер, и у нас нет простоев вычислительных ресурсов на чтение из памяти. То есть мы проводим вычисления параллельно с чтением. Из-за этого возникает эффект ускорения. И при этом не происходит нагрузки с точки зрения на процессор, с точки зрения потребления электроэнергии. В этой таблице представлена, у меня здесь, по-моему, даже указка есть, да. В этой таблице представлены, соответственно, сравнительные характеристики. Здесь Multiclet S1 – это не майнер, прошу обратить внимание, чтобы не было никаких инсинуаций. Это всего лишь один микропроцессор. Соответственно, его потребление 6 Вт. И по эфиру 2,6 мегахэша в секунду его производительность. Это честно подсчитанная производительность на сегодняшний день на том коде, который был компилирован из программы C, написанной на C. Соответственно, если мы возьмем какую-то простую универсальную видеокарту ценой $180, 24 мегахэша, 120 Вт, то на плате у нас мы можем разместить любое количество микропроцессоров. Предположим, что мы делаем их в количестве 20, чтобы получить те же самые характеристики. Соответственно, путем перемножения вы получите здесь 52 мегахэша на одну плату. Чтобы сразу сказать по цене, то сейчас у нас потолочная цена, прогнозируемая в корпусированного чипа, будет составлять не более $9. Это при стартовых минимальных объемах заказа. При партии, соответственно, мы надеемся и даже уверены, что цена на чип снизится. То есть фактически на сегодня в лоб построенное тестирование и система на базе того, что у нас есть, показывает эффективность как минимум в 2,5 раза по микропроцессору, то есть по устройству. То же самое, собственно, происходит и с более мощными, более сложными видеокартами, но, в принципе, чем сложнее видеокарта, тем у нас получается разрыв производительности выше, то есть мы начинаем быть более успешными. Что опять здесь из минусов? Из минусов то, что код не оптимизирован, и это является нашей головной болью, поэтому буквально 1,5 недели назад мы начали переписывать алгоритм по майнингу эфира на ассемблере непосредственно, поскольку столкнулись с тем, что эффект передачи чтения за каждый такт, его нужно прописывать отдельно. То есть программа, которую делает компилятор, она не универсальна и в один такт этого не производит. Не могу сказать, во сколько раз увеличится, соответственно, производительность после того, как мы изменим код программного обеспечения, но с высокой долей вероятности, что это все-таки будут опять разы. Плюс обращаю внимание, что это еще не чип в кремнии, поэтому эти заниженные показатели, но в целом по характеристикам, по тому, что у нас заявлялось, на сегодняшний день мы в целом абсолютно довольны, потому что все наши мысли и все наши ожидания подтверждаются. На этом я немножечко закончу по мультиклету, и в конце презентации вы сможете мне позадавать еще какие-то вопросы. Просто я хочу сделать обзорную экскурсию по срезу всего состояния и всех дел, которые у нас есть в проекте. Итак, параллельно с разрабатыванием железа, если не считать софт с точки зрения, соответственно, транслятора, то мы достаточно серьезно подошли к вопросу неких программных продуктов, которые в комплексе, на наш взгляд, должны улучшить общее положение дел. Первое, что у нас появится, я думаю, что уже на этой неделе, это собственный обменник.
Это еще не биржа, или пока совсем не биржа, это просто обменник, и он должен заработать у нас на этой неделе. Что понравилось? E-mail. Ну ладно. Это, собственно говоря, скрины уже с работающего прототипа. Понятно, что работает все достаточно просто. Стандартные пары у нас эфир, BTC, RMC, соответственно, будет USDT, что-то еще. Двух фиатных валют пока не будет. Фиатные валюты будут на бирже, это будет позже, и такой план есть. То есть после обменника будет биржа обыкновенная, которая, собственно говоря, позволит менять все, что угодно на что угодно, сначала без фиата, и в наших планах сделать, соответственно, биржу, но это будет уже следующий год, я думаю, что конец первого квартала, который позволит оперировать и фиатными переходами, соответственно, в криптовалюту и обратно. Дальше. В ближайшие дни будет представлен обновленный дизайн наших интернет-ресурсов. Но это не просто редизайн и изменение красоты, чтобы было красивее или как-то по-другому. Это изменение концепции. Мы понимаем, что уже ICO давно закончено, и то, что отражается на сайте, не соответствует действительности и текущему положению вещей. Поэтому дизайн будет изменять и функциональный подход к тому, что мы из себя представляем и чем на сегодняшний день являемся. Но, к сожалению, у нас свет горит, и, наверное, будет сейчас плохо видно. А тогда у нас трансляции не показывают. Но это не важно. В принципе, важно то, что это все равно случится в ближайшие дни. Это завязано на некоторое количество технологических особенностей, и все это будет реализовано. Будет более правильно сформирована продуктовая линейка на сайте, будет более правильно скомпонован тот набор программных продуктов, которые у нас есть. Мы запустим новый Explorer, который, собственно говоря, будет фактически целиком и полностью копировать весь функционал блокчейн-инфо для удобства, чтобы можно было трассить и RMC, и, соответственно, BTC. Это все будет не то, что сказать, в нашей власти, но это будет как дополнительные фичи и дополнительные возможности. Это новый дизайн лого, более обыгранный. Это мы представляем просто на ваш суд. Я думаю, что, может быть, кому-то понравится, кому-то нет. Но да, цвет настроения темный. Также у нас есть здесь я немножечко отвлекусь на более позитивную ноту. В связи с тем, что у нас накануне скоро будет уже и Новый год, и Рождество, и снова там Новый год, Рождество, у нас так всего много. Мы хотим вам подарить небольшой подарок, не только сидящим в этом зале, а всем, кто является участником нашего проекта. Это 3D-модель майнера Sunrise, которая в виде игры представлена в дополненной реальности и может работать на ваших смартфонах. Можно мне вот эту штучечку? Здесь новогодняя игрушка, новогоднее поздравление. Соответственно, наверное, чтобы не отвлекать вас сейчас, вы сможете скачать это приложение. Я вам сейчас покажу, как это выглядит на самом деле. Для того, чтобы увидеть в дополненной реальности продукт, вам достаточно взять либо маркер, который является логотипом проекта, либо возьмите 2000 рублей или $100, у кого что есть. Наведите на них телефон, и, в принципе, вы увидите работающий майнер, который можно посмотреть со всех сторон, поворачивая просто маркер. И заодно поиграться. Там есть игрушка. Больше рассказывать ничего не буду. Это вам новогодний подарок. Соответственно, развлечетесь в свободное от работы время. Это так выглядит. Здесь у нас... Да, сразу прямо-то секретные материалы. Значит,
Но как только ты начинаешь что-то разрабатывать, связанное с микропроцессорной техникой, ты вляпываешься в историю, что все друг друга знают, и мир тесен. И, естественно, в рамках этого сотрудничества, в рамках организации работы, они достаточно сложные. Если бы я год назад, когда мы заканчивали и проводили ICO, вообще знал, что это такое, я, может быть, никогда бы и не решился. И даже знание о том, как это делается, мне не помогло с точки зрения безудержного желания реализовать. Но, как бы многие, наверное, знают, я заканчивал Институт электронной техники по специальности электронные вычислительные машины, и, соответственно, как раз как инженер электронной техники я должен был производить микропроцессоры. И вот спустя 20 лет я почему-то их произвожу, как это неудивительно. Но, отвлекаясь от напечатанного, хочу сказать, что да, мы познакомились с большим количеством специалистов, которые, в принципе, являются штучным товаром в мировых масштабах. И столкнулись с такой ситуацией, что в состоянии были заняться разработкой ASIC-чипа для майнинга биткоинов 7 нанометров. Соответственно, текущее состояние проекта таково, что мы сделали нетлист, он оттестирован, соответственно, на дочерней инженерной компании TSMC и показал крайне хорошие результаты. В конце лета где-то, наверное, в сентябре, после того, как Bitfury начал выпускать новые модели 14 нанометров, связанные с переходом на ASIC Boost, мы решили усложнить себе задачу и точно так же сделали нетлист с ASIC Boost. И, собственно говоря, сегодня характеристики 7-нанометрового процессора оттестированные. В общем-то, я даже могу сказать, что они не лучше, не хуже, но в некоторых местах даже, может быть, точно лучше, чем то, что было заявлено японцами, когда они озвучили свои 7-нанометровые чипы. Где-то непонятно, но в той же паре, что и у Bitmain. Но у Bitmain все очень сильно завуалировано, и мы пока не можем сравнить досконально, что имеем. Это, собственно говоря, графики по производительности, по хэшам, то есть там достаточно много. Скажу сразу по проекту. То есть сейчас проект находится в стадии фактически готовой топологии. В принципе, он готов к выпуску маск-сета. До возможности размещения заказа на ASIC непосредственно как на чипы у нас не более 1,5 месяцев. То есть степень готовности очень высокая. Забегая вперед, скажу сразу, что проект финансировался не в рамках RMC. Это сторонние инвесторы, которые частные входили в проект по его разработке. RMC планировал покупать эти чипы, соответственно, но так как мы непосредственно участвуем в производстве нетлистов и фактически в создании чипа, нам достаточно несложно сделать ASIC, который будет наиболее оптимально работать с точки зрения того, что у нас полный даташит и полное понимание того, как сам ASIC-чип устроен. Этого у нас не было, когда мы разрабатывали плату непосредственно Sunrise, например, потому что у нас не вся техническая документация от компании Bitfury присутствовала на руках. Сейчас проект в связи с низким курсом битка находится в заморозке, то есть никто пока еще не планирует потратить на маски. Там речь идет порядка 5-6 миллионов долларов. И, соответственно, размещение заказа это тоже примерно где-то 7-8 миллионов. И срок изготовления 4,5 месяца. Это на 7 нанометров. В то же время договоренности у меня с TSMC по очереди на фабриках и по выдаче квотации по объемам производства присутствует. То есть, в общем-то, степень зрелости проекта очень высокая. Поэтому либо финансирование откроется с учетом роста биткоина, либо у нас будут другие инвесторы. Мы сейчас ведем переговоры, но, в принципе, просто состояние рынка достаточно тяжелое, чтобы заявлять откровенно, что мы это не обязательно доведем до ума, а у нас это случится. Я пока не знаю. Но хочу, чтобы вы знали, что данное направление
у нас существует, и в рамках разработок и наработок по непосредственно майнеру, как по схемотехнике, и по своему собственному хочется сказать микропроцессор, но это не микропроцессор, это просто ASIC-чип. Новый блокчейн. Это тоже достаточно важная вещь, которая пока сдерживает запуск всех тех софтверных фич, о которых я рассказывал ранее. Но, на наш взгляд, это абсолютно необходимая вещь, которую нам нужно будет в ближайшие дни сделать. О чем идет речь? Первое. Мы планируем обновить ноды, так как софт, а это ни для кого не секрет, который брался за основу, это Ripple, ушел немного вперед. И нам необходимо прийти с ним в соответствие. Второе. То, что касалось возврата средств с Bitflip. Мы собрали все заявки от всех пострадавших, ну как мы себе думаем, за тот промежуток времени, как случилась проблема с биржей Bitflip. Хочу сразу сказать, мы не имеем отношения к бирже Bitflip. Я лично даже не знаком с ее создателями или владельцами. Но мы приняли для себя решение, что все заявки мы валидируем и, соответственно, произведем возврат средств. Третье. Важный фактор, который мы хотим произвести. Мы хотим увеличить кратно количество монет, то есть в 1000 раз. Но это не значит, что возникнут лишние или новые монеты. Нет, просто кратно увеличится у всех количество монет. У того, у кого был 1 RMC, будет 1000 RMC. И вместо 10757 RMS будет, соответственно, 10 миллионов 757 тысяч. Для чего это сделано? Факторов несколько. Первый и, наверное, самый важный, с чего все начиналось, и почему мы хотели это сделать и хотим сейчас, связан с тем, что в новой концепции, теперь, когда мы уже разработали, сделали мультиклет как микропроцессор, мы понимаем, что форм-фактор в виде законченного устройства с высокой долей вероятности мы делать не будем. Мы будем делать плату-ускоритель, которую можно просто воткнуть как видеокарту в свой домашний компьютер. Это чтобы было понятно. Соответственно, чтобы в рамках ICO выполнить требования, мультиклет будет из себя представлять какой-то набор этих плат. 3, 4, 5, 6. Соответственно, мультиклет становится дробным. Не один RMC мультиклет, а какое-то количество RMC в соответствии с производительностью, непосредственно пересчитанной на микропроцессор. На каких-то платах может быть 20 процессоров, на каких-то может быть 40, на каких-то может быть 5. То есть, по сути своей, появляется возможность заказа дробного количества майнеров. Вторая часть заключается в том, что транзакции в текущей цепочке блокчейна достаточно дороги. Невзирая на то, что мы сделали комиссию очень-очень низкую, она все равно достаточно высокая для пересылок. Увеличив 1000 раз количество монет, комиссия будет практически бесплатная и, соответственно, гораздо более легче можно будет производить операции непосредственно с монетами. Третья часть достаточно важная. Я наверняка думаю, вы еще зададите мне вопросы по отношению с Сергеем Бобылевым. Это возврат при ICO-шных монет, которые зарезервированы за участниками, которые гарантируют оплату при производстве мультиклета, на единственный адрес. Сейчас они распылены, и мы их должны вернуть. Поэтому мы произведем срез ситуации на прошлый период. Вот, собственно говоря, все основные тезисы и причины, почему мы сделаем. Я не хочу называть это форком, потому что это не будет форком как таковым для нас, скажем, обновление. Так как никакой альтернативной цепочки нигде не останется. Мы можем провести голосование, правда не знаю, имеет ли в этом смысл, и не делать операций, связанных с увеличением монет, остаться в той парадигме, которая есть. Это тоже, в принципе, возможно. Но пока все факторы в пользу и в плюс того, что это сделать необходимо. Тем более, что для участников, я думаю, это пойдет только в плюс.
никаких отрицательных факторов мы, собственно говоря, в этом не видим. Оставим на вопросы и ответы на ту часть, если они будут. Текущее состояние производства. Но мы написали на слайде, что производство остановлено. Это не совсем так. Производство, можно сказать, правильнее закончено на базе тех чипов, которые у нас были. 16 нанометров и 14 нанометров. Быть может, какое-то незначительное количество их еще остается, но это измеряется совсем малыми количествами, находящимися далеко за гранью погрешности. Майнеры на текущий момент действительно отключены. И, собственно говоря, это сделано по двум причинам, но основная причина на сегодня все-таки обратного их включения, экономическая целесообразность данного процесса. Это, соответственно, слайд, говорящий о том, сколько всего было произведено оборудования. Здесь нужно понимать, что в рамках ICO произведено 3000 Sunrise, 4000 штук товарных позиций было произведено до ICO. И, как вы знаете, это оборудование называлось Pantech. Это были SX5 и SX6 модели. А вот этот слайд очень интересный. Их два. На 14 и на 16 нанометров. Сейчас я сюда пока вернусь. Как я сказал, экономическая целесообразность включения фермы на сегодняшний день в некотором роде сомнительна, потому что основная идея при производстве майнеров была всегда больше, быстрее, мощнее. Сейчас эта парадигма жестко пересмотрена, и мы разработали, правильнее сказать, наверное, проанализировали и поняли, что можем добавить уникальную фичу внутрь майнера, когда он может считывать сложность сети, текущий курс и определять уровень своей производительности для того, чтобы находиться хотя бы в желтой зоне безубыточности. И этот софт мы, в принципе, готовы накатить уже на все майнеры. Тогда мы получим, соответственно, такую механику, что железо будет работать, исходя из рыночного положения дел. И мы планируем, что в ближайшие, может быть, несколько дней на этой неделе мы произведем эти манипуляции и запустим ферму, но просто чтобы никто не удивлялся, что оборудование вполне возможно будет работать не на пиковой мощности, потому что пиковая мощность подразумевает, соответственно, низкую добавку по производительности, но очень большую добавку по потреблению электроэнергии. Мы должны выйти в зону, где потребление электроэнергии и производительность компенсированы или находятся в коридоре сложности сети и цены биткоина. Соответственно, такие расчеты провели, и необходимые изменения в программное обеспечение у нас уже готовы для внесения. Мы сейчас закончим тестирование. Если все это в принципе покажет, что летает и работает, то мы будем готовы включиться на этой неделе обратно. По сути своей, наверное, пока так никто не делал, но время настало, и скоро, наверное, все будут так делать. Майнер один раз в день с утра будет считывать актуальную информацию и перестраивает свою работу в соответствии с реалиями рынка. Идея такая, она реализована. Как она будет вести себя на практике, мы можем с вами только проэкспериментировать и посмотреть в каком-то срезе там нескольких недель, может быть, месяцев. Но также мы прекрасно понимаем, что цена под 4 рубля, которая есть сейчас у нас в Москве, она с учетом текущих реальностей, наверное, не очень интересна. Поэтому мы ведем серьезную работу по поиску площадок, на которые можно будет переместить оборудование. И вот 20 ноября мы защитили проект по строительству центра обработки данных и непосредственно майнинговой фермы на площадке особой экономической зоны в Липецке, где, собственно говоря, у нас есть дочерняя структура, 80% принадлежит компании «Радиус» у ней. Есть земельный участок в размере 5 гектар, который уже выделен, и есть электрические мощности, зарезервированные за нами, которые в пределе своем могут достигать почти 100 мегаватт. Соответственно, сегодня у нас цена
в горизонте 2.80 с НДС. Сможем ли мы сделать ее более комфортной, более дешевой, покажет только время с учетом потребления. Сейчас не могу ничего сказать, пока еще рано. Ну и, соответственно, одно из основных преимуществ это то, что импортные комплектующие, составляющие и все остальное может прилетать, приезжать непосредственно в особую экономическую зону, и там не будет таможенных пошлин и каких-либо НДСов. То есть все оборудование из импортных комплектующих, собранное непосредственно и размещенное там на площадке, фактически будет обходиться как минимум на 20% дешевле. Мы считаем это достаточно важным экономическим преимуществом. И, собственно говоря, со стороны губернатора тоже оказывается этому проекту содействие и дается зеленый свет. Поэтому вероятно, что уже в начале следующего года мы сможем там подготовить площадку непосредственно для приема оборудования. Слайды кончились. Но на этом, наверное, вкратце о состоянии проекта все. Значит, если резюмировать, то хочу сказать, что по независящим, к сожалению, от нас причинам, но они не являются ни смертельными, ни какими-либо страшными, срок размещения заказа на первую тестовую партию микропроцессоров мультиклет мы сможем сделать примерно через 12-14 недель, как только Cadence отдаст нам IP-блок DDR4 непосредственно в хардверной версии. У нас была возможность взять DDR3, который существует уже сейчас, и в принципе, как и планировалось, разместить в декабре заказ на производство. Но мы отказались от этой идеи, потому что память для того же эфира является краеугольным камнем, и DDR3 падение в производительности мы получим как минимум до 30-40%, если останемся на нем. Наверное, здесь лучше 2-3 месяца, как говорится, подождать, нежели торопиться и получать продукт, который заведомо будет хуже. Плюс у него, соответственно, площадь размещения, она выше, и, соответственно, кристалл может стать больше. Топологии и металлы там тоже другие. Одним словом, мы отказались от этой идеи, и этого не будет. Будем ждать DDR4. Плюс, что еще за этот промежуток времени было произведено? Мы проверили гипотезу по кластеризации мультиклеток. Она тоже у нас была в голове как флагманская, когда мультиклетка, состоящая из 4 клеток, объединяться должна была в кластеры, например, по 4. Это повышало производительность и гипотетически формировало новый поток параллельных аппаратных вычислений, но история оказалась тоже не летающая. То есть на самом деле развести кластерные клетки с точки зрения токов и размещения на чипе оказалось невозможным. Поэтому мы от этого отошли, и теперь у нас будет планарная структура микропроцессора. Соответственно, все 16 мультиклеток будут независимыми, и они будут равноправными внутри ядра. Ну, что еще вам сказать из этого? Наверное, уже такие технические основы пошли, но принципиально всем интересно будет такая дорожная карта по получению готового продукта. Здесь я могу, наверное, констатировать, что с учетом возможности размещения заказа на первую партию, она, вероятнее всего, будет покрывать все наши внутренние потребности в рамках ICO, то размещение в конце марта плюс 2,5-3 месяца с учетом корпусирования, то есть середина июля, когда мы можем получить чип в кристалле. Это такое вот по времени такая дорожная карта. Вот, по факту, ну, к сожалению, должен констатировать, что отставание от графика у нас получается где-то в эти вот полгода, оно гарантированное. Но здесь единственное, приношу извинения, но разработка процессора, микропроцессора оказалась действительно более сложной задачей, чем мы думали изначально. И, в принципе, лаг по времени в полгода может быть не так значителен с учетом тех успехов и того, что у нас получилось, а мы смогли доказать и работоспособность, и собрать уже модель. У нас есть работающий нетлист,
И, в принципе, мы уже вплотную находимся в топологии. Как бы единственный IP-блок, с которым нас подвел производитель. Развожу руками. Каюсь, придется не то что ждать, но вот сдвиг будет именно на этот момент, пока мы не получим IP-блок в необходимом нам формате.